том, как мы воспринимаем перепалку Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и все последующие события, есть одна большая проблема. Нам всем очень тяжело принять факт, что Америка Трампа – это не та Америка, к которой мы привыкли. Все события следует воспринимать исходя из того, что США стали другими, а не выдумывая себе комфортные штаты. Думая об Америке, мы воспринимаем ее как агента нормы, как защитника вполне определенного набора ценностей. Да, пусть не всегда успешного защитника, но тем не менее, страну, которая четко стоит на своих позициях. В период Холодной войны могли быть президенты, которые относились к Советам, если не с симпатией, то, по крайней мере, без личной агрессии, типа Картера. А были президенты на вроде Рейгана, для кого Союз был осью зла, с которым и говорить-то не о чем, надо максимально замочить. При ком-то из американских президентов могли наступить нормализация и разрядка, при ком-то резкое обострение вплоть до угрозы ядерной войны. У кого-то из американских лидеров сложились едва ли не приятельские отношения с советскими генсеками, а кто-то прям до посинения глазных белков их ненавидел. Но на самом деле мы понимаем, хотя между Картером и Рейганом идеологическая пропасть, на реальную внешнюю политику это влияет не так сильно. США и СССР – два полюса холодной войны. Они в любом случае не друзья. Какой бы вопрос во внешней политике мы ни взяли, очень легко угадать, какую позицию занимали США и СССР. Американцы поддерживали проамериканские правительства, а Советы – просоветские. Отношения условных союзников с каждой из сторон могли быть отвратительными до враждебности, но всякий раз было гораздо важнее, что это наш сукин сын, и оппонента мы его не отдадим. Не в полной мере, но та же схема транслировалась на эпоху, когда Холодной войне и Советскому Союзу пришел конец. США поддерживают демократические правительства в их противостоянии с авторитарными соседями. США – лидер демократического сообщества, центр западного мира, ценности которого США по возможности отстаивают. Опять же, не так важно, какие двусторонние отношения складываются с каждым из партнеров у Штатов. Но какое бы противостояние мы себе не представляли, мы легко угадаем, на чью сторону тут встанет Америка. Можно ничего не знать о вялотекущем кризисе между Китаем и Тайванем, но имея базовое представление об этих странах, мы поймем, кого в данном случае поддержат Соединенные Штаты. Помимо всего прочего, на Америке, как на одной из держав-победителей во Второй мировой, по массовому ощущению лежит ответственность за послевоенное устройство мира, которое, если не вдаваться в детали, заключается в том, что мы не двигаем национальные границы. Не вспоминаем, когда и почему какая-то пограничная деревня оказалась на чужой территории. Не восстанавливаем историческую справедливость. Не нарушаем чужой суверенитет под лозунгом защиты соотечественников за рубежом. Потому что в прошлый раз это очень плохо закончилось. Когда кто-то вдруг так делает, покушается на международно признанную территорию соседа, нет никаких сомнений в позиции американцев. Они это не одобрят. Конкретные действия или их отсутствие сильно зависят от текущей администрации и вообще от ситуации. Но точно понятно, США будут за того, кого обидели, против того, кто обидел. Миропорядок – опасное понятие, но если не обманывать себя, то именно таким он и был. Американцы при всех своих внутренних проблемах тянут лямку того самого хранителя нормы. США – одна из стран, у которых есть миссия. Примерно как Израиль. Израиль – еврейское государство и отвечает за евреев, даже если у них пока нет гражданства. Израиль не говорит: сначала получи образование, выучи язык, а потом претендуй на гражданство. Израиль принимает всех евреев. А США несут ответственность за демократию в мире. Неважно, как складываются ситуативные отношения между администрациями, пусть даже очень нехорошо, но Штаты в любом случае будут поддерживать страны либеральной демократии, а военные хунты, например, поддерживать не будут. Нет, в спокойной ситуации США, конечно, могут дружить ради экономических интересов со всякими стрёмными режимами типа саудовского и даже поддерживать одни диктатуры против других. Но если диктатура войдет в противостояние с демократией, тут все экономические интересы будут отложены в сторону, и мир это прекрасно понимал. Мы не идеализируем США, они допустили множество ошибок. Но для нашего разбора важно другое. Мы привыкли к такой Америке, ко всемирному watchdog'у, который стоит на страже определенных ценностей и правил. Отсюда берется уверенность, что США будут в любом случае поддерживать Украину в ее борьбе с путинской агрессией. Мы все настолько в это верим, что отбрасываем очевидные сигналы, которые появились задолго до перепалки в Белом доме. Сделаем шаг назад и вспомним, что сделал Дональд Трамп до того, как зарубил военную помощь Украине. Дональд Трамп в первые же дни своего президентства разругался с Канадой и теперь начал с ней торговую войну. Это то, что Америка, которую мы с вами знали в 20 веке и начале 21-го, не могла бы не то что совершить, но даже мыслить о таком не могла.
Одностороннее введение пошлин – это де-факто санкции, которые США при Трампе накладывают на главного и незаменимого своего союзника. На союзника, с которым американская экономика предельно взаимно интегрирована. США при Трампе готовы жертвовать существенным ростом цен у себя дома, лишь бы с не вполне очевидными целями давить на самого близкого и верного друга и партнера. В первый же день своего президентства Дональд Трамп завел разговор о Гренландии. Даже не просто завел, но прямо заявил, что не исключает решение вопроса с Гренландией силой. То есть президент США сказал, что готов отжать кусок территории страны-члена ЕС и НАТО, и опять же одного из самых лояльных союзников США в Европе. Таким образом, Трамп сразу и предельно ясно дал понять: во внешней политике, где у американского президента большая свобода действий, той Америки, к которой мы привыкли, больше не будет. Как минимум на ближайшие 4 года. Концепция, в которой миссия США нести ответственность за западный мир в частности, а шире за демократию в мире, Трампу не близка. Сейчас обсудим это дальше, это очень важно. Сначала объявление о нашем мерче. Сегодня хочу напомнить вам про свою книгу «История новой России» и про наш мерч «Худи до завтра». Книгу я написал в 2021 году, еще до войны. Она охватывает период нашей истории от прихода к власти Михаила Горбачева до 2011 года и протестов на Болотной. От диктатуры к автократии через демократию. В книге описаны все ключевые события нашей новейшей истории, причем описаны коротко, просто, и для каждой из страницы нарисована специальная иллюстрация. Тут можно понять, как проходила перестройка горбачевская, и что во время нее пошло не так, и про события 91 года, и про реформы Гайдара, и про Бориса Ельцина, как он пришел в России к власти, как защищал демократию, читая речь, стоя на танке, как избрался в 96-м и как передал власть Владимиру Путину. Также в книге описано все становление Владимира Путина, от питерской мэрии до мюнхенской речи, ну и президентство Медведева тоже описано. Книгу можно купить как в России, так и за рубежом. Еще у нас есть черный худи до завтра. Если такой носить, то тем, кто меня смотрит, будет сразу понятно, что вы единомышленник. А все остальные ничего не поймут. Он сделан из качественного материала и не привлекает ненужного внимания. Купить все это в России можно совершенно легально, есть доставка. Оплата, правда, если с российской карты, будет через нашего телеграм-бота, не удивляйтесь. Мы всегда раньше принимали карточки напрямую, но сейчас это стало совсем уж сложно и дорого. Для банков в России мы слишком необычные клиенты. Так вот, заполняйте форму для доставки и увидите ссылку на бот. Дальше нужно кликнуть на нее, и там вам придут реквизиты, по которым нужно будет провести оплату. Потом отправляйте боту скриншот, подтверждающий оплату, и в течение 2-3 рабочих дней бот вышлет вам трек-номер. Если же у вас есть карта зарубежного банка, то все проще и вариантов больше. Вы сможете заказать футболки с цитатами из роликов, кружки и даже носки. Все это можно приобрести и с доставкой в Россию тоже. Так что заказывайте книгу и мерч по ссылкам в описании. Это один из наших способов финансировать канал. Ну и товары мы стараемся делать хорошие и интересные, так что покупайте. Продолжим. Так вот, концепция, в которой миссия США – это нести ответственность за западный мир, Европу, а шире за демократию в мире, Трампу не близка. В его голове другая картина мира. Какая – не предмет нашего сегодняшнего обсуждения. Главное, что никакого мессианства, никакой обязанности США своими деньгами и военной силой защищать демократию в мире в целом и конкретно в Украине в частности, в трамповской картине мира точно нет. Такова реальность. Малоприятная, но реальность. Вполне возможно, что значительная часть избирателей Дональда Трампа не за это голосовала. Но в моменте это не имеет значения. Для Дональда Трампа нынешний срок последний. Переизбираться он не сможет. Общественное мнение никак на него не влияет. При Трампе Америка будет вот такой, совершенно нам непривычной, от которой нельзя ожидать тех же реакций, какие были раньше. Изменить эту реальность невозможно, если только вы не входите в близкий круг Трампа и он не слушает ваши советы. Бессмысленно пытаться через голову Трампа обращаться к американским избирателям и политическому классу. Выборы закончились, и ни у кого нет власти повлиять на их исход. Руководить внешней политикой США будет Трамп, тот, который есть. Что теперь делать всем, кто от США зависит, вопрос отдельный. Можно попробовать строить отношения с Америкой в новых реалиях. Можно считать эти 4 года эксцессом, который просто нужно пережить. Можно искать себе других союзников и полностью перекраивать внешнеполитические отношения.
заключать новые коалиции без США, считая их скомпрометированными и ненадежными партнерами. Можно как угодно обращаться с этой реальностью, как угодно выстраивать свой контур безопасности, имея в виду, что США больше не являются твоим безусловным союзником. Нельзя с этой реальностью делать только одно – ее нельзя отрицать. Разговаривая с Дональдом Трампом, нельзя делать вид, что перед вами сидит Джо Байден, Барак Обама или даже Джордж Буш. Что перед вами человек, у которого в голове классическая американская картина мира. Что перед вами человек, который считает себя обязанным вам помогать просто потому, что обязан. Потому что вы демократия, которую атаковал диктаторский режим. Есть большие сомнения, что у Трампа понятия о демократии и диктатуре в голове вообще имеются. А если и имеются, большие сомнения, что демократия нравится ему больше. Вряд ли он вообще понимает концепт союзничества, где поддержка союзника не обязательно должна нести немедленную выгоду, где союзников поддерживают только потому, что они союзники. Ждать безусловной поддержки от той администрации, которая способна поругаться с Данией, несравнимо более близким союзником США, чем Украина, это просто попытка отрицать реальность. Из всего сказанного не следует, что США стали недоговороспособны и что обернуть их ресурсы себе на пользу никак нельзя. Но теперь это совсем другая задача. Тем, кто пытается это делать, нужно понимать, у новой администрации совершенно другие ценности. Искусство политики в данном случае заключается в том, чтобы ценности эти учитывать и вести диалог так, чтобы если и не остаться близкими союзниками, то, по крайней мере, не стать врагами. Мы видим, как это происходит на примере европейских лидеров. Нет сомнений, что президенту Франции Макрону Трамп, если не отвратителен, то максимально не близок. И когда Макрон у себя дома, когда он говорит на европейскую аудиторию, то высказывается предельно ясно. Он говорит: нам нужно защищать себя самим, США за нами больше не стоят. Но когда Макрон приезжает в Белый дом, все выглядит так, будто они с Трампом самые близкие на свете друзья. Макрон говорит ровно то, что Трамп хочет слышать, и даже когда спорят, делает это так, что у Трампа точно не будет повода считать себя уязвленным. Была Америка, для которой очень важно бороться за демократию в мире. Стала Америка, которой очень важно самоощущение. Важно, как с ней разговаривают и как относятся к ее президенту. Эстетически это выглядит не очень хорошо. Но на Америку любоваться никто и не заставляет. Задача любого политика в отношениях со Штатами – получить то, что он хочет получить. По воспоминаниям тех, кто работал с Трампом на первом сроке, тот с огромной гордостью говорил, что Путин его чрезвычайно уважает, буквально считает его гением. Вполне вероятно, что это ровно так ему и подавалось, что российская сторона в личных переговорах выливает на Трампа ушат лести. Опять же, эстетически это очень так себе. Но тут снова-таки нужно смотреть на реальность. Президент Америки, который определяет ее внешнюю политику, хочет, чтобы ему говорили приятные вещи, чтобы им восхищались. И не хочет, чтобы с ним спорили, чтобы его перебивали перед прессой в овальном кабинете. Такие штуки он не спускает. Не с лица же Дональда Трампа воду пить. Просто взаимодействие с Америкой теперь вот такое. Эта Америка больше не впрягается за ценности, а любит тех, кто любит Трампа. Трамп в данном случае не личность, а историческое обстоятельство. Его существование не говорит о том, что от США теперь стало сложно или невозможно получить то, что ты хочешь. Просто это теперь происходит иначе. Теперь друзья Америки – это друзья Трампа. Что проблема для Америки, но ее проблемы нас тут не особо интересуют. Это просто очередная перемена, ситуация, в которой придется какое-то время жить, из которой придется исходить и которую все стороны будут использовать в свою пользу. Она может измениться через 2 года, через 4 года, может раньше, но Трамп сейчас президент, и сейчас она такая. Хоронить Америку совершенно не нужно. Америка осталась собой, самой мощной в военном отношении, самой богатой в финансовом демократией в мире. Внутри Америки остались те же ценности, что и были. Но теперь изменился внешний интерфейс подключения к ней. Теперь извне к ней придется подключаться через Трампа. Кто найдет нужный коннектор, кто придумает, как обмениваться сигналами с Америкой через Трампа, тот в отношениях с ней преуспеет. Америка все еще всем нужна. Америка все еще может кучу всего дать и со многим помочь. Просто теперь к ней подключаются так, через Трампа. С учетом всех его особенностей и взглядов на мир, которые он, благо, не скрывает. Это не очень приятная реальность. И я вижу, что не всем моим зрителям нравится, что я ее так вот прямо заявляю и сообщаю. Мне лично эта реальность очень не нравится. Мне намного более симпатична та Америка, которая была раньше. Но важно понимать, что происходит в настоящем реальном сегодняшнем мире. Поэтому я об этом говорю. До завтра.